Привет, Арми. Сегодня, во время просмотра прямого эфира BTS, невозможно было не заметить одну очень очевидную вещь. Многие из нас почувствовали ощутимую разницу, когда Тэхён и Чингук находились в тихом пространстве, без окружающего их давления, без взглядов, следящих за каждым их движением. Несколько дней назад, когда у них был более интимный и тихий момент, они казались другими, расслабленными, искренними, связанными друг с другом. Но сегодня энергия была другой, и это чувствовалось в атмосфере. Тэхён был там, физически присутствовал, но его мысли были где-то в другом месте. Не из-за недостатка профессионализма, а потому что, когда они не могли быть так близко, как хотели, часть их света была скрыта. Тем не менее, были вещи, которые никто не мог скрыть. Никто не мог заставить замолчать то, что было сказано без слов, и в них это проявлялось во взгляде, их глаза говорили громче любого жеста. Тэхён и Чингук пытались держать дистанцию, пытались сосредоточиться на других вещах, но раз за разом терпели неудачу, потому что, когда два человека чувствуют то, что чувствуют, инстинкт побеждает, они избегают смотреть друг на друга. Но в тот момент, когда их пути пересеклись, все вокруг исчезло, как кто-то сказал, когда они посмотрели друг на друга, мир словно сузился до этого мгновения, и это повторилось во время прямой трансляции. Среди такого количества людей, такого количества звуков и движения, Тэкук все еще обладал той уникальной способностью устанавливать связь. Им не нужно было прикасаться или что-либо говорить, достаточно было взгляда, легкой улыбки, секунды взаимного внимания. Это не изменилось за эти годы. Наоборот, это стало сильнее, глубже, искреннее. Были моменты, когда казалось, что они забыли обо всем, как будто другого и не было рядом. И в эти моменты мы снова увидели того самого Тэкука, того, кто подарил нам столько радости, естественного и милого. Эти моменты, когда они погружались в свой собственный мир, были самыми ценными, потому что они показывали, кто они есть на самом деле, когда снимали свою защиту. Тэхён, в своей характерной манере заботиться о других, продолжал чистить мандарины, ласково предлагая их, двигаясь с тем спокойствием, которое его определяло. Чингук, с другой стороны, не мог отвести от него взгляд. Казалось, он нашел в себе убежище, а Тэхён, каждый раз, когда эти большие, яркие глаза падали на него, отвечал единственным известным ему способом, молчаливой любовью, полным вниманием. Они искали друг друга, не ища. Они выбирали друг друга, даже когда не могли сделать это открыто. Их глаза говорили все, и в этом заключались восхищение, привязанность и любовь, которая росла со временем и оставалась нетронутой. У Тэкука был свой язык, язык, не нуждающийся в объяснении. Это был язык тихой, постоянной и настоящей любви. И хотя сегодня улыбок было не так много, как в другие разы, те, что появились, были искренними, потому что, когда Тэхён и Чингук смотрели друг на друга, даже на мгновение, все обретало смысл. Именно это многие из нас видели и чувствовали, и именно это делает Тэкука таким особенным. Есть взгляды, которые не нуждаются в словах, и взгляд Чингука на Тэхёна – один из таких моментов. Когда Чингук смотрит на него, кажется, будто все вокруг исчезает, будто мир сжимается до одного человека, его глаза становятся спокойными, наполненными нежностью, которая кажется настоящей и постоянной. Это был не просто взгляд, это был способ присутствовать, способ сказать без слов, что прямо здесь, в этом месте, он, его. С годами этот взгляд не померк, наоборот, он стал глубже. Чингук влюблялся заново каждый раз, когда его взгляд встречался с взглядом Тэхёна. Неважно, когда, неважно, где, неважно, в какой комнате было много людей, Чингук всегда находил Тэхёна первым, и Тэхён, в свою очередь, искал Чингука с той же уверенностью, с тем же покоем в сердце. Что объединяло Тэхёна и Чингука, так это любовь, которая казалась непоколебимой. Она не требовала грандиозных проявлений или громких жестов, она жила в деталях, в заботливых улыбках, в взглядах, которые задерживались на секунду дольше, в том, как они заботились друг о друге, не дожидаясь просьбы. Многие люди испытали особую связь, которая их объединяет, ведь нетрудно понять, когда два человека снова и снова выбирают друг друга. Со временем они научились защищать свои чувства, их отношения построены на уважении, доверии и привязанности. Любовь выдерживает даже самые простые мгновения. Такая любовь не разрушается переменами и не угасает со временем. Она растет, адаптируется и крепнет. Тэкук показал, что любить также означает оставаться рядом, быть рядом и относиться к другим как к собственному дому. Недавно был момент, когда они оба пытались отдалиться взглядами, словно желая быть осторожными, однако сердце всегда говорило громче.
Чингук снова погрузился в свои мысли, глядя на Тэхёна с мягким выражением восхищения и нежности. Невозможно было не заметить, как его лицо озарилось, когда он увидел его. Эта сцена, такая простая и искренняя, растопила сердце каждого, кто верит в настоящую любовь. Многие мечтают испытать такую любовь, где чувства взаимны, ясны и постоянны. Самое прекрасное в Тэкуке – это то, что эта привязанность взаимна. Чингук любит Тэхёна с той же силой, с какой Тэхён любит Чингука. Это равенство существует уже более 10 лет и остается неизменным. Любовь, подобно тщательно хранящемуся вину, со временем ее вкус только улучшается. Она становится все сильнее и ценнее. Это любовь Тэкука. С каждым днем она ощущается глубже, крепче и искреннее. Она не зависит от возраста или обстоятельств. Это любовь, которая учится, созревает и продолжает сиять, напоминая нам, что когда два человека действительно выбирают друг друга, они всегда будут смотреть только друг на друга. В конце концов, все сводится к честному взгляду на вещи, к прекращению судейства по разным стандартам и к тому, чтобы позволить каждой связи быть такой, какая она есть. Когда вы это делаете, становится ясно, что отношения между Тэхёном и Чингуком не нуждаются в защите, потому что они говорят сами за себя. Их отношения остаются крепкими, становятся еще крепче и продолжают демонстрировать, что любовь, если она настоящая, всегда находит способ проявить себя. И на этом этапе мы приходим к выводу, который не нуждается в дополнительных доказательствах. То, что реально, не всегда самое громкое, сила не всегда проявляется в самом очевидном, а искренность никогда не нуждается в одобрении окружающих. Отношения Тэхёна и Чингука живут в тишине, в моментах между ними. В мелочах, которые часто ускользают от тех, кто не смотрит по-настоящему. Им не нужно ничего объяснять, потому что то, что их объединяет, сформировалось со временем, долгим совместным пребыванием, пониманием друг друга без слов. В этом есть зрелость, терпение, решение продолжать выбирать друг друга, даже когда мир требует дистанции, даже когда внимание становится слишком ярким. Сила отношений Тэхёна и Чингука заключается не в мимолетной интенсивности, а в их постоянстве, не в том, как часто они кажутся близкими, а в том, как они продолжают находить друг друга среди перемен, среди границ, среди тишины, потому что настоящая любовь не паникует, когда ей приходится ждать. Она знает, когда нужно молчать, когда нужно терпеть и когда нужно быть полностью присутствующей. Для тех, кто действительно внимателен, отношения Тэхёна и Чингука никогда не исчезают. Они просто учатся выражать себя более тихо, сдержанно и зрело. Взгляд по-прежнему прикован, внимание по-прежнему неизменно, и чувства продолжают течь, не требуя объявления. И, возможно, это самый ценный урок, который они оставляют после себя. Любовь не всегда нужно демонстрировать, чтобы быть настоящей. Выбор кого-то снова и снова, в тишине, в простоте, в повседневной жизни – это самая прочная форма любви. В конце концов, Тэхён и Чингук не пытаются никому ничего доказать, они просто остаются самими собой, две души, которые шли бок о бок годами, зная друг друга глубже, чем кто-либо другой, и все еще находя друг в друге дом, даже когда мир меняется. И пока этот взгляд остается, пока сохраняется это спокойствие, пока внимание задерживается на мелочах, Тэкук всегда будет Тэкук, не из-за того, что говорят люди, а из-за того, что они чувствуют и что выбирают день за днем, молча, но непоколебимо. Вот почему для многих из нас эта история никогда по-настоящему не заканчивается, потому что такая любовь не нуждается в завершении, она продолжает идти, расти и оставаться молчаливой, но вечной. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man,